Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание оригинальной кофточки спицами. Кофточку я вязала необычным способом, выполняла прибавки по плечам за счет ажурного рисунка. Поэтому кофточка смотрится необычно, нет видимых регланных линий. И в то же время вся кофточка связана абсолютно без швов сверху вниз. Здесь нет боковых швов. По бокам идет ажурный рисунок вот таких вот интересных дорожек. И на верхней части по плечам тоже нет швов. Здесь тоже смотрится красиво вот такой ажурный рисунок. И далее он переходит на верхнюю часть рукавов до низа. За счет этого на верхней части кофточка смотрится легко, красиво и в то же время изящно. В этом видео подробно буду рассказывать все моменты вязания кофточки. Сколько набирала петель, как рассчитывала, как вязала росток, как вязала ажурный узор по плечам и по рукавам. Показываю, как кофточка смотрится на фигуре. Если вам понравилась эта модель, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем еще вязать много красивых и простых вещей. Дорогие рукодельницы, приступаю к вязанию кофточки или джемпера с красивым оригинальным регланом. И вначале, конечно же, я расскажу о пряже. Я старалась выбрать пряжу, которая будет тактильно приятна, так как буду носить кофточку без футболочек или маечек, чтобы вязаное полотно было приятно для тела и можно было бы комфортно носить. Поэтому я выбрала пряжу хлопковую, это Эко Коттон, фирма Янард. Здесь ниточка средней толщины, такая интересно крученая. Здесь 80% хлопка и 20% полиэстер. Моточек 100 грамм и в нем 220 метров. Вот 100 грамм, 220 метров. Я всегда подбираю спицы по рекомендации к пряже. Кстати, этот цвет 766, такой бледно-розовый, но очень такой интересный оттенок. И здесь рекомендованы спицы номер 3,5 и 4. Если вы используете крючок, то номер 4. Я выбрала спицы номер 4, у меня круглые спицы на леске, вот чуть короче, для вязания в начале от горловины, и затем для вязания тела спицы с более длинной леской. У меня 5 мотков, 500 грамм, и думаю, на вязание кофточки мне хватит. Под видео я сделаю описание, и там укажу точно, сколько пряжи ушло на вязание кофточки на 48 размер. В зависимости от размера, конечно, расход будет отличаться, и, конечно же, в зависимости от плотности вязания. Вы можете выбрать любую пряжу, которая вам понравилась. И в начале, как всегда, перед вязанием обязательно вяжу образец вязания и рассчитываю по плотности вязания, сколько набрать петель для начала вязания кофточки, даже если это горловина. Дорогие друзья, я связала образец. Вязала образец небольшой. Мне нужно рассчитать только плотность вязания по ширине. По высоте я буду вязать кокетку или реглан, примеряя на себя эту деталь. Ну, вы, конечно, можете связать и высоту, не менее 10 сантиметров, даже больше образец, и смерить с себя мерки, насколько вам нужно связать верхнюю часть до перехода
к вязанию основных деталей переда, спинки, то есть тела кофточки и рукавов. Я буду вязать, примеряя на себя как бы верхнюю часть, и после этого, а, когда верхняя часть с регланом будет достаточной длины, буду переходить на вязание основных деталей. Итак, связав образец, желательно его постирать и высушить. Я этого не делала, я слегка отпарила вязание, осторожно с изнанки, проходя только паром. И сейчас вот измеряю плотность вязания. Прикладываю линейку и считаю, сколько без растяжения, сколько петель входит на расстояние 10 сантиметров. И этот показатель записываю и считаю. Вот я посчитала, что 22 петли в ширину 10 сантиметров. И для начала вязания, от горловины, для набора петель я считаю, сколько мне нужно набрать петли на 56 сантиметров. Я беру именно 56 сантиметров как обхват головы. То есть меньше я не делаю горловину, чтобы кофточка легко проходила, без натяжения горловина проходила через голову. Можно взять немного меньше. Но здесь вы тоже должны учитывать, чтобы горловина растягивалась и не была меньше, чем обхват головы. Я беру 56 сантиметров и рассчитываю вот по формуле 56 умножаю на 22, делю на 10, у меня получается 123,2 петли. Мне нужно четное количество, поэтому я округляю до 124 петель. Набираю петли для начала вязания на круговые короткие спицы и начинаю вязать горловину. Вначале вяжу резинку 1 на 1 и далее перехожу на вязание реглана. Итак, я набрала рассчитанное количество петель, 124 петли. Слежу, чтобы у меня наборный ряд нигде не перекрутился. Вот так его расправляю. И для того, чтобы замкнуть ряд в кольцо, набираю еще одну петельку. Далее снимаю первую петельку и через первую петельку перебрасываю вот эту вот дополнительную 125 петлю. У меня вновь на спицах 124 петли. И далее начинаю вязать вот уже с первой петли. Буду вязать резинку 1 на 1 и начало ряда отмечаю маркером. И вообще я буду выделять первую петлю и 124 поделю пополам, это 62 петли. Отсчитаю 62 петли. И 63 петлю тоже сейчас можно отметить на противоположной стороне. У нас это будут петли центры регланов по плечам. Итак, начинаю вязание и начну вязание с изнаночной петли. Изнаночную провязала, ставлю второй маркер, вот выделила первую петлю, и дальше продолжаю вязать резинку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дорогие рукодельницы, я связала резинку для горловины, не стала вязать широкую планочку, всего у меня 2,5 сантиметра провязана резинкой. И сейчас я перехожу на вязание ростка и в то же время буду формировать первые ряды реглан погона. Да, я буду вязать необычный реглан. Обычно мы делим начало вязания для реглана на 4 части, то есть перед, спинка и рукава. Все петли разделяем и по 4 точкам делаем прибавки. Реглан погон вяжется иначе. У меня все петли разделены пополам. Я выделила первую петлю и 63 петлю. По сути, здесь и здесь количество петель одинаково. И буду делать прибавки по плечам.
Но реглан погон будет вывязываться очень красивыми ажурными дорожками. Здесь я примерно нарисовала схему, как первая петля, это изнаночная петля по центру, и относительно нее буду делать прибавки перед петлей и после петли. Прибавки будут как накиды, поэтому будут такие ажурные дорожки, которые будут расходиться от плеча и будет смотреться очень красиво. Первые ряды от планочки горловины я буду вывязывать, это будет росток. Росток буду вязать примерно 10 рядов, то есть чтобы росток был высотой примерно 3-4 сантиметра. И у нас тогда горловина будет смещаться вперед. И росток буду вязать укороченными рядами. И сразу при вязании первых рядов также буду вывязывать узор по регланным линиям. Это по плечам будут идти вот такие вот ажурные регланные линии. Итак, начинаю вязать первый ряд. Вот у меня отмечена первая петля и на противоположной стороне плечо. Вот линия реглана пойдет. И первый ряд ростка будет проходить по лицевой стороне. Буду провязывать росток примерно, ну вот чуть подальше, чем вот отмеченная петля. То есть здесь я буду вывязывать первый ряд узора ажурного реглана. Это перед и после изнаночной петли будут накиды, то есть делаю прибавки для реглана по плечам. И здесь после второй прибавки еще одну петлю провяжу для закрепления укороченного ряда и поверну работу и буду вязать второй укороченный ряд по изнанке. В общем, все подробно покажу. Сейчас начинаю вязать первый ряд и делаю накид. Далее идет маркер. Центр реглана это изнаночная петля. Здесь я буду провязывать всегда выделенную петлю изнаночной и на противоположной стороне тоже. Переношу маркер и делаю накид. Далее вяжу лицевыми. Все остальное полотно будет провязано лицевой гладью, поэтому по лицевой стороне при вязании ростка это будут лицевые петли, по изнанке, соответственно, изнаночные. И вяжу лицевые петли вот до второй выделенной петли. Итак, я довязала до второй выделенной петли. Делаю накид, переношу маркер, выделенная петля изнаночной, переношу маркер, делаю накид и здесь провязываю лицевую и заканчиваю укороченный ряд, переснимаю вот следующую изнаночную петлю и вокруг нее оборачиваю рабочую нить. Обернув вот вокруг снятой петли рабочую нить, таким образом мы закрепляем укороченный ряд, не будет дырочки в конце ряда, и поворачиваю работу на изнанку. По изнанке продолжаю вязать, получается, второй ряд ростка и продолжаем делать прибавки по плечам для линии реглана. Первую петлю провязываю вот изнаночной, далее делаю накид, предыдущий накид провязываю изнаночной, переснимаю маркер, здесь у нас выделенная петля по изнанке идет лицевая, маркер, далее накид предыдущий провязываю изнаночной, после делаю накид новый и далее вяжу изнаночные петли до линии реглана по плечам, которая была в начале ряда. То есть второй ряд по изнанке ростка идет. Довязываю второй ряд ростка. Здесь я довязала до накида, делаю накид перед накидом, накид провязываю изнаночный, переношу маркер, выделенная петля лицевой, переношу маркер, после маркера накид провязываю изнаночной,
делаю новый накид и здесь провязываю изнаночную петлю и вокруг следующей петли лицевой по изнанке делаю оборот нити, то есть петлю переснимаю, впереди размещаю рабочую нить и разворачиваю работу. Начинаю вязать третий ряд ростка. Первая петля лицевая. Перед накидом в предыдущем ряду делаю новый накид. Здесь накид провязываю лицевой, следующая идет лицевая, маркер, выделенная петля изнаночная, маркер, лицевая, накид провязываем предыдущего ряда лицевой и делаем новый накид. И далее вяжем лицевые петли до следующего плеча. Я довязала третий ряд ростка до второго плеча. Перед накидом предыдущего ряда делаю новый накид, провязываю накид лицевой, еще одна лицевая, переношу маркер, выделенная петля изнаночная, маркер, лицевая, здесь накид тоже лицевой и обязательно делаем новый накид. Далее заканчиваю третий укороченный ряд и продолжаю его дальше на 2 петельки. Здесь провязываю лицевая. Вот был конец предыдущего ряда, провязываю эту петлю и еще одну петлю лицевую, и на изнаночной петле делаю конец ряда и оборачиваю вокруг этой петли рабочую нить, поворачиваю работу наизнанку и вяжу четвертый ряд ростка по изнанке. Здесь изнаночная, так, смотрим по рисунку, изнаночная, далее да, изнаночные, здесь же лицевая гладь, 3 изнаночные, далее перед накидом делаю новый накид, здесь провязываю по изнанке изнаночный накид и еще 2 изнаночные, а выделенная петля идет лицевая. После маркера вяжем изнаночные до накида, накид тоже изнаночный, делаем новый накид и далее продолжаем вязать изнаночные петли до первого плеча. В четвертом ряду ростка при вязании по изнанке, вот дошла до накида предыдущего ряда, делаю новый накид, провязываю изнаночные петли до выделенной петли, выделенная петля лицевая, маркер, и здесь вяжу изнаночные петли до накида, накид тоже изнаночный, после делаю новый накид. Так, здесь получается уже у меня сделано 4 накида ажурной дорожки, еще в следующем ряду тоже будет 5-й накид и далее будет новый раппорт при вязании ростка. Здесь в четвертом ряду тоже продолжаю ряд дальше на 2 петли и провязываю 3 изнаночные после накида, и здесь по изнанке вокруг лицевой оборачиваю рабочую нить, переснимая петлю, и поворачиваю работу на лицевую сторону и начинаю вязать 5-й ряд. 5-й ряд лицевая, 2-я лицевая, то есть вяжем по рисунку лицевой глади до накида. Перед накидом делаем накид, здесь провязываем дальше лицевые до выделенной петли, выделенную петлю, как обычно, изнаночная, и после петли выделенной вяжем лицевые до накида, накид провязали, сделали новый накид, и дальше идет лицевая гладь до 2-го плеча. Итак, я довязала 5-й ряд до 2-го плеча, до 1-го накида, делаю новый накид, провязываю накид лицевой и далее лицевые петли до выделенной петли, выделенную петлю изнаночной, как обычно. После маркера дальше лицевые петли, накид лицевой,
после делаю новый накид и 5-й ряд продляю дальше также на 2 петли и вяжу вот лицевые. Вот здесь было завершение предыдущего укороченного ряда, провязываю лицевая, следующая лицевая ее тоже провязываю, а вокруг изнаночной делаю оборот нити, переснимаю петлю, не провязывая, поворачиваю работу на изнанку и начинаю вязать 6-й ряд. И причем в 6-м ряду начинается новый раппорт вот ажурных дорожек по линиям реглана по плечам, так как здесь у меня уже выполнено 5 накидов, то есть будет 5 расходящихся дорожек, 5 расходящихся дырочек, то есть таких ажурных дорожек. И для этого я вяжу по изнанке 6-й ряд, здесь идут в начале изнаночные петли, и здесь перед накидом не делаю новый накид, провязываю изнаночные петли до выделенной петли, и перед выделенной петлей делаю новый накид, переснимаю маркер, выделенная петля лицевая, после маркера 2-й накид и вяжу изнаночные петли до выделенной петли 1-го плеча. И то же самое там перед и после петли выделенной делаю 2 накида. Итак, вяжу 6-й ряд по изнанке, 6-й ряд ростка, и дошла до выделенной петли 1-го плеча, делаю накид перед петлей, выделенную петлю провязываю лицевой, переношу маркер, далее вяжу, далее не забудьте накид, и вяжу изнаночные петли, и также этот ряд продляю дальше на 2 петли. Здесь я довязываю вот до, вот видите, конец предыдущего укороченного ряда, провязываю эту петлю, еще следующую изнаночной, и вокруг следующей лицевой делаю оборот нити, поворачиваю работу теперь на лицевую сторону и начинаю вязать 7-й ряд ростка. Здесь вяжу лицевые петли до накида, который был сделан как раз перед выделенной петлей, и делаю новый накид, провязываю предыдущий накид лицевой, выделенная петля, как обычно, изнаночной, и здесь симметрично лицевая, накид, дальше идут лицевые петли. То есть я начала уже вязать 2-е повторение прибавлений по линиям реглана, которые идут по плечам. Вот такие вот расходящиеся ажурные дорожки, здесь по 5 дырочек, 1, 2, 3, 4, 5. Это 7-й ряд, и пока у меня росток связан 2 сантиметра. Вот я провяжу 10 рядов ростка, и в 11-м ряду буду переходить уже на полный круговой ряд и вязание верхней, полное вязание детали верхней части кофточки. Далее я не буду показывать, как вы поняли, продолжаем делать прибавки по узору относительно вот регланных линий по плечам, и каждый укороченный ряд продляем на 2 петли, так чтобы вот место завершения рядов не было заметно. Заканчиваю вязать 10-й заключительный ряд ростка. Я также этот ряд продлила на 2 петли, и вокруг лицевой петли по изнанке, 10-й это изнаночный ряд получается, оборачиваю нить и поворачиваю работу на лицевую сторону, и по сути 11-й ряд это будет 1-й полный ряд, который буду вязать по кругу. Смотрите, здесь у меня росток в высоту получился 3 сантиметра. Хотите, можете связать росток больше на 4 сантиметра. Это зависит от особенностей фигуры. Итак, далее начинаю вязать 11-й ряд, полный ряд.
И получается, что я начинаю новый раппорт вязания вот ажурных дорожек по линиям реглана, по плечам. Вот. И здесь у меня получается начало ряда идет вот за сколько петель до выделенной петли. Итак, я провязываю лицевые петли. Здесь будет идти лицевая гладь. Вся кофточка будет связана лицевой гладью, только по плечам будут идти ажурные дорожки. Хотите, добавляйте какие-то дополнительные узоры по переду, по спинке. Так. Новый раппорт, как обычно. Здесь я провязала до первого накида. Накид провязываю лицевой. Так как начинаю новый раппорт, я довязываю до выделенной петли. Перед петлей делаю накид, выделенную петлю изнаночной, перебрасываю маркер и после делаю накид. Далее провязываю лицевые петли до второго плеча. По второму плечу точно так же начинаю новый раппорт ажурных дорожек и продолжаю вязать по кругу, выполняя эти ажурные дорожки. Сейчас пока не видно узор, но провяжу чуть побольше эту деталь и будет понятно. Дорогие рукодельницы, продолжаю рассказывать, как вязать кокетку с линиями ажурного реглана по плечам. Сейчас я связала верхнюю часть, и у меня по плечам 6 повторений вот этих ажурных дорожек. И у меня кокетка расширяется за счет накидов, прибавленных петель, и раскладывается вот так вот в круг. В начале вязания у горловины у меня было 124 петли. Так как я выполнила 6 повторений ажурного узора по одному плечу и по другому, у меня прибавилось по одному плечу 60 петель и по второму плечу, то есть 120 петель прибавилось. Сейчас у меня на спицах 242 петли. Если посчитать по плотности вязания, то окружность вот кокетки сейчас равно 110 сантиметров. Если вы снимете мерку по телу, окружность туловища вместе с руками на уровне верха плеча, то у вас тоже должно быть это значение. Если значение меньше, то продолжайте вязать кокетку с теми же прибавлениями. Но мне дальше кокетку расширять не нужно. У меня как раз окружность тела в верхней части 110 сантиметров. Я сняла еще одну мерку окружность тела на уровне груди, где кокетка будет завершаться. И это у меня значение 122 сантиметра. То есть мне нужно сделать прибавок еще на 12 сантиметров. Я посчитала, мне нужно еще прибавить примерно 28 петель. Это значит в 7 рядах сделать прибавление за счет ажурного узора. А в остальных рядах не нужно делать прибавок, чтобы кокетка ложилась ровно по плечам. И для этого я буду делать прибавление в каждом 5-м ряду. В остальных рядах ажурный узор, ажурные дорожки буду вязать с убавками. И сейчас покажу, как буду выполнять узор. У меня идет начало нового раппорта ажурных дорожек по регланным линиям по плечам. И я, не довязывая 2 петли до выделенной петли, это центр плеча, эти 2 петли провязываю вместе одной лицевой. Получается, что у меня убавление одной петли, и после делаю накид. Далее провязываю выделенную петлю изнаночной, перекидываю маркер, делаю накид, и следующие 2 петли провязываю тоже одной лицевой,
но с наклоном влево. Для этого я переснимаю первую петельку и затем провязываю 2 петли вместе, но за вторые стеночки. Таким образом, у нас за счет накидов добавилось 2 петли, но также мы сделали 2 убавления и расширения нет. Далее вяжу лицевые петли до второго плеча. По второму плечу точно также провязываю узор. И далее ажурные дорожки перед накидом убавляю петли в начале 2 петли с наклоном вправо и после второго накида 2 петли с наклоном влево. В каждом пятом ряду не буду делать убавлений для плавного расширения кокетки к низу. То есть у меня как раз 5-й ряд, это последний ряд раппорта вот этих ажурных дорожек. Буду просто делать накиды без убавок. Итак, я вяжу кокетку до нужной мне длины. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать верхнюю часть кофточки, кокетку, делала прибавки по ажурному узору по плечам. Здесь по плечу делала ажурный узор без убавлений. Далее делала узор с убавлениями и только в каждом 5-м ряду не делала убавок. Итого с убавками я, получается, провязала еще 7 раппортов узора. Посмотрите, как отличается узор без убавлений перед и после накида и с убавлениями. Здесь получается вот такие вот косички убавления, но в принципе узор тоже повторяется, те же ажурные дорожки, и смотрится так полупрозрачно и красиво на плечах. И здесь я не делала один ряд убавлений, и значит у меня в каждом круговом ряду прибавлялось по 4 петли. Всего у меня еще прибавилось 28 петель к низу вязания кокетки. И посмотрите, вот какая форма по плечам, если я его так вот сложила пополам. Видите, здесь идет плечо, и далее уже как спущенное плечо. И сейчас у меня верхняя часть связана до пройм. А высота кокетки по передней стороне от выреза горловины составляет 20 сантиметров. По спинке, конечно, больше на 3 сантиметра, 23 сантиметра. У вас могут быть другие значения в зависимости от особенностей фигуры. Если посчитать по ажурному рисунку, здесь смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ажурных дорожек без убавок и 7 дорожек с убавлениями. Но каждый 5-й ряд я делала прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-е повторение ажурной дорожки. Смотрите, у меня было, когда я начала делать убавление, по низу кокетки 242 петли. При 7 повторении узора я еще добавила 28 петель. И получается, что у меня к низу получилось 270 петель. Я примерно примерила верхнюю часть кофточки и наметила, что я на рукава оставляю по 51 петле с одной и с другой стороны. Делаю нечетное количество, так как вот это вот у нас петля выделенная, то есть у нас здесь все равно нечетное количество петель, чтобы равное количество отложить и в ту, и в другую сторону. На переднюю и спинку, наперед и спинку у меня остается 84 петли. Далее делаю следующий расчет по плотности вязания. То есть перед и спинка вместе это 168 петель. По плотности вязания это 76 сантиметров в обхвате. А у меня обхват груди 98 сантиметров плюс 2 сантиметра я делаю на свободу, то есть примерно 100 сантиметров
На этот обхват мне нужно набрать дополнительно петли по подрезам. 100 сантиметров минус 76, что у меня сейчас. Итого мне нужно добавить 24 сантиметра. По плотности вязания на две стороны, то есть по 12 сантиметров по двум подрезам я буду прибавлять. И я буду прибавлять по плотности вязания 26 петель. И сейчас я перехожу на вязание тела кофточки, набираю по 26 петель по подрезам, по боковым сторонам, чтобы у меня основная часть кофточки, то есть тело кофточки, было нужного размера. Дорогие рукодельницы, перед тем, как переходить к вязанию основной части кофточки, тела кофточки, вначале отделяем петли для рукавов. Я рассчитывала, что я 51 петлю с одной и с другой стороны оставляю на рукава. Выделенная петля — это центр рукава, значит, я от выделенной петли туда-обратно отсчитываю по 25 петель. Можно сразу эти петли переснять либо на дополнительные спицы, либо на вспомогательную нить. И далее довязываем последний ряд кокетки вот до петли, до петель рукава, и в первом ряду набираем петли для подрезов. Я рассчитала, что мне нужно набрать 26 петель, и набираю обычным способом это количество петель. Итак, я набрала нужное количество петель, и теперь петли для рукава пропускаю и продолжаю вязать уже по петлям спинки лицевую гладь. И вяжу до второго рукава. Петли второго рукава также снимаю на дополнительную спицу и дополнительно набираю 26 петель для второго подреза. Далее я продолжаю вязать тело кофточки по кругу лицевой гладью, включая петли переда спинки и петли подрезов, которые были набраны. И в следующем ряду я буду петли подрезов провязывать просто лицевыми. Далее можно вязать по бокам здесь какую-нибудь ажурную вставку, даже тот же вот узор ажурных дорожек, только делайте во всех 5 рядах убавление перед и после накидов, чтобы у вас количество петель в ряду не изменялось. Можно использовать любой другой узор, либо ажурный, либо рельефный, или просто вязать по кругу лицевую гладь до нужной длины кофточки. Дорогие рукодельницы, я на последнем этапе вязания кофточки. Мне осталось связать один рукав. В начале, после того, как я связала верхнюю часть, набрала петли для подрезов и вязала основную часть кофточки от пройм до низа. По бокам кофточки вязала ажурные дорожки. По сути, этот узор очень похож на рисунок, который выполняли по плечам. Но здесь только выполняются накиды без убавок, и за счет этого идет расширение кокетки. Далее этот ажурный рисунок переходит на узор с убавлениями. Он немножко видоизменяется, но по сути он очень похож. И продолжаю вязать ажурную дорожку по рукавам. Далее, после того, как я закончила основную часть кофточки, я набрала петли по подрезам, пересняла петли от кокетки и продолжила вязать рукав на нужную мне длину. Рукав я заужала по своей полноте руки, посчитав количество петель, и по плотности вязания рассчитала, насколько мне нужно заузить рукав до низа, чтобы он был точно по руке. И сейчас буду вязать второй рукав. Итак, друзья, я набрала петли по нижней части подреза для рукава, и у меня получилось, что я набрала всего 30 петель.
на верхней части у меня была оставлена 51 петля. То есть всего 81 петля для рукава. Я считаю по своей плотности вязания. Это значит, что у меня в обхвате в этом месте рукав в ширину будет составлять 36 петель. И мне нужно заузить рукав к низу, вот до обхвата примерно 18 сантиметров. Поэтому я рассчитала, что мне нужно на всю длину рукава при вязании на длину убавить как минимум 40 петель, лучше 44. Поэтому я начала делать убавки. Сразу от начала у меня убавляла по одной петле через каждые 2 ряда по нижней части рукава. Далее я убавляла через 3 ряда. И в конце вязания, вот на третий рукава, уже я убавляла петли через 4 ряда. У вас могут быть другой промежуток убавлений согласно вашей полноте руки и плотности вязания. Итак, после того, как я набрала петли, далее продолжаю вязать узор. Ну, здесь лицевая гладь идет. Перехожу на вязание верхней части рукава. Здесь провязываю лицевые петли до ажурного узора. И здесь начинаю вязать новый раппорт ажурного рисунка на верхней части рукава. По сути, здесь уже не нужен маркер, которым я выделяла центральную петлю узора. И довязываю, набираю петли, как я говорила, на чулочные спицы. И продолжаю вязать рукав как чулок до нужной мне длины. Итак, здесь я довязываю лицевые петли. Осталось 2 петли до центральной. Делаю убавление 2 петли вместе. Далее накид. Центральная петля ажурной полосы — это изнаночная. После накид и 2 петли убавляю с наклоном влево. И продолжаю уже вязать лицевые. В следующем ряду у нас накиды идут перед накидами, которые сделаны в этом ряду. То есть в начале первый накид перед накидом предыдущего ряда и последний накид после накида предыдущего ряда. И также выполняем убавление до и после накидов. Всего раппорт узора в высоту составляет 5 рядов. Для вязания рукава мне удобно использовать чулочные спицы. Смотрите, если у вас есть спицы на короткой леске и вам удобно вязать рукав на круговых спицах, то, пожалуйста, вяжите на круговых. Я набираю петли по линии подреза с помощью крючка. Вначале делаю начальную петлю на крючок и приступаю к набору петель. Смотрите, от последней петельки верхней части я начинаю набирать петли. И вначале ввожу крючок вот в эту самую вытянутую петельку и далее в следующую петельку по кромке. И через 2 кромки, получается, протягиваю нить и вытягиваю петлю на крючок. Для набора следующей петли ввожу крючок в последнюю кромку, вот она, и в следующую вытянутую кромку. Можно взять чуть ниже, чтобы не было дырочек при наборе петель. И вытягиваем через 2 кромки петлю на крючок. Далее эти петли я буду переснимать на спицу. Следующую петлю набираю точно так же. Ввожу в последнюю кромку и в следующую кромку по ряду. И вытягиваю через 2 кромки петлю. Как вы видите,
Здесь практически не видно дырочек, так как, протягивая петлю через 2 кромки, мы затягиваем эти петли. И так продолжаю набирать петли.